Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса! Сегодня будет такой необычный тест. Обычно я тестирую различные виды шипов, а вот здесь мне попалась в руки вот такая вот накладка, буквально случайным образом, гладкая. Вот, Domination Speed от доктора Нибауэра. Вот. Ну, изображена такая агрессивная девушка в коже. В руке у нее не ракетка, а плетка, она явно собирается доминировать. Ну, не в теннисе, но доктор Нибауэр, своеобразное чувство юмора, такой, как бы, шалун. Вот. Кто будет тестировать, так как я не играю гладкими накладками, я поставил эту накладку Сергею Барановскому, игроку высшей лиги, ну и попросил подыграть тоже, чтобы гладкая по гладкой, свою ученицу Викторию Гусеву, чемпионку Украины в командах в этом году. Вот. Ну что, пробуем, что же это за доминация такая. Серега, первое впечатление. Вот ты встал, играл, я видел, все попадал на стол. Что можешь сказать об этой накладке? Можно сказать, что накладка медленнее, чем обычные ксиомы или баттерфляй тензоры, но она более контрольная, ей достаточно удобно играть со стола, то есть в приеме, в блоках, перекруты со стола, контр-игра, она, я думаю, создана для этого. Но явно не для игры со средней зоны. Со средней зоны не играть сложно. Ну, то есть перекрутами, например, будет не очень комфортно играть. Для игры устава. Ну, то есть получается, если сопернику ты срезал, он слабо начал, ты прям со стола можешь завращать их. Хорошо, сейчас попробуем в блоке. Ну, ты сейчас поиграл блоками, контрударами. Действительно ли, абсолютно, не то чтобы не важно, вращение не имеет большой роли при блоках и контрударах при этой накладке, как ты думаешь? Да, если комфортно возвращать, играть в приеме, блоками, перекручивать со стола, все попадает в стол. Поэтому, я думаю, для людей, которые предпочитают играть со стола, в приеме, вторым номером отлично подойдет. Ну, то есть можно отдать сопернику, он слабо начал, и сразу нанести удар. Да, и контр-игрой в приеме отлично. Хорошо, сейчас мы попробуем начало по подрезке. Пробуем.
Итак, начало по подрезке. Что ты можешь сказать, как ты начинала справа и слева, какие впечатления вообще? За счет средней скорости накладки, за счет высокого контроля действительно легко попадать по подрезке, можно вложиться в удар, и мяч попадет действительно в стол. Ну, то есть, грубо говоря, я срезал, ты можешь вложиться в Можно вложиться, и он попадает в стол. Ну, ты, я насколько знаю, ты справа играешь Hurricane, а вот что, как легче начинать? Hurricane по подрезке или все-таки Domination Speed? Domination легче начать подрезки, но у Hurricane больше эффект, больше вращения от топ-спина. Хорошо, сейчас мы попробуем начало и плоский удар. Хорошо. Обзор накладки Domination Speed в толщине 1,8 мм был бы неполный, если бы не рассмотреть у нее также и защитные возможности. Что у нее с защитными возможностями? Дело в том, что это накладка универсального плана, all-round накладка. Это значит, что у нее ни атака, ни защита не задраны до максимума в ущерб противоположной стороне, а и то, и другое доступно на хорошем, но не на максимальном уровне. Если эту накладку ставить на медленное защитное основание, то ей будет вообще конкретно хорошо играть в защите. Ну, это будет не максимум возможностей подрезки, как у чисто защитных накладок. Это не для тех защитников, которые только подрезают и все, а для более агрессивных разновидностей защитного стиля, когда защиты подрезки большинство, но в то же время и довольно много атак с удобных мячей. Какими способами можно атаковать? Ну, там, где рассказывали и показывали атакующие возможности, в общем-то, все видно. Могу только еще раз подчеркнуть, что и топ-спином атака будет хорошая на защитном основании, даже в толщине 1,8. И плоским ударом будет очень даже хорошо забивать удобные мячи. А что касается именно защитных возможностей, то точность подрезки, пусть не максимальная, как у чисто защитных накладок, но высокая. При этом есть возможность и варьировать плоские возвраты с сильной подрезкой. То есть накладка позволяет очень сильно подрезать мяч, когда есть желание и если есть техника этого удара. В общем, можно при желании подрезать, либо возвращать плоский мяч. При этом по сравнению с чисто защитными накладками, хотя точность подрезки чуть меньше, зато гораздо выше темп возврата, а это означает, что сопернику сложнее успеть на мяч для повторной атаки, сложнее выполнить эту атаку правильно и туда, куда он целится, и не промахнуться при этом. То есть более высокая скорость защитной накладки больше напрягает соперника и вынуждает его чаще ошибаться. На основании какой скорости хорошо защищаться этой накладкой я пробовал на разных. В толщине 1,8 при наличии хорошей техники подрезки комфортно защищаться даже на основаниях O+, или O-. Ну а чем меньше скорость основания, тем выше точность подрезки. То есть если основание вообще чисто защитное, то там вообще высокая точность подрезки будет. Подводя итог, можно сказать, что Domination Speed в толщине 1,8 отлично подходит для не самых пассивных защитных стилей. То есть для тех защитников, которые много подрезают, но также и часто атакуют. Ну а если брать соседние толщины, то 1,5 мм будет
заметно медленнее, чем 1.8, и гораздо лучше будут еще защитные возможности. А 2.1 мм будет заметно побыстрее, защитные возможности будут чуть хуже, хотя на медленных основаниях все равно останутся высокими, а атаковать будет еще легче. Ну что, подведем итоги. Какие впечатления? Вот, допустим, я поиграл, я в основном играю короткими шипами, разными видами справа, стараюсь более такими жесткими, быстрыми. Ну и по скорости, естественно, эта накладка сопоставима, даже с Вараном, там, с Вараном 2 довольно быстрыми этими. То есть она по скорости такая же, где-то приблизительно, как и может даже и чуточку быстрее. Сцепление, естественно, ну я сравниваю с короткими шипами, больше, у этой накладки больше, то есть можно комфортнее начинать, наверное, по подрезке такой вращательным этим. В то же время и плоско я побил, вот, ну, на основании в плюс. Очень плоско, комфортно забивать, мяч прямо ложится в стол, очень удобно бить. Но все-таки вот доминация, что подразумевается под этим словом доминация? Подразумевается то, что нету таких позиций, при которых вам бы было некомфортно играть этой накладкой. Короткая игра, ну без проблем, она коротко оставляет. Срезка по месту, ну, тоже можно срезать и в глубину, и на край стола, все это выполняет. Начать по подрезке, ну вы сами видели, Сергей Барановский начинал по подрезке и даже начинал очень плотно, и прям буквально розыгрыши заканчивались. Вот. Дальше что? Отдать инициативу сопернику сыграть блоком? Ну, естественно, ну, как бы почти любая накладка Небауэра направлена на то, что блоки очень комфортные, в то же время легко управляемые. Ну, что еще можно? Вот. В каком стиле играть? Ну, я как бы и, вот мы разговаривали и с Сергеем, и сам посмотрел со стороны, я все-таки считаю, что стиль завращал и затем переходить на плоскую игру, плоские атаки, переводы. Вот. Серийно вращать не очень комфортно этой накладкой. Ну, конечно, это мое мнение, и кто-то скажет, Максим, я тут играю, вращаю с 3 зон, доминейшеном и нормально. Возможно, но как бы удобней все равно плоская игра, переводы, контра, выйти на мяч, сразу его забить. То есть вот такого плана игра. Ну что, вот такой вот доминейшн. Вот, рекомендую всем тем, кто хочет попробовать невероятный контроль, чувства. Ну и, конечно же, не утратив при этом вращения, не утратив при этом какие-то там агрессивные начала по подрезке, ну и так далее. Ну что, на этом все. С вами был Максим Черепнин. До новых встреч. Оно нивелирует приходящее вращение, и так удобно блоковать и перекручивать. Да, за счет невысокой скорости действительно довольно удобно перекручивать со стола. И, в принципе... Сергей, ну сейчас ты поиграл блоками, поиграл перекруты со стола. Какие вообще впечатления? Толщина этой... Вали туда. Да что такое? Ну что мы начали уже? Все, давай. Итак, Сергей, какие впечатления от игры? Да сколько же это будет продолжаться?